Так, ребятки, всем привет! Сегодня Volvo CX-90 2006 год. Проблема такова. Человек ездил, все прекрасно было, давно она у нас обслуживается. Приехал домой, поставил, неделю машина стояла. Начал заводить, машинка не заводится. Что происходит? Включаем мы зажигание. Все как бы горит, все в штатном режиме. Начинаем крутить, ничего не происходит. Здесь поправочка у нас. Здесь не горят передачи. И я ее с помощью рулюшечки, вытащил рулюшку, перемкнул, стартер крутит, машина не заводится. Но она не заведется, поскольку машина не видит коробку. Подсоединила компьютер. Также все блоки видятся, кроме АКПП. Нет КПП, нет заводки. Что мы сейчас делаем? Сейчас я загоняю в бокс. Предохранитель я уже, ребят, проверил. Они все исправны. Они вот здесь находятся под капотным отсеком. Вот, сейчас будем с ней разбираться, в чем же проблема. Первым делом мне надо проверить, идет ли питание на коробку. Такое часто бывает, закисают провода. И буду вам все по ходу рассказывать, показывать. Так, снял защиту. Ребят, самый легкий стартер в моей жизни. Бляха, вообще вы снимаете за 3 секунды. Вот. Ладно, со стартером хер с ним. Сейчас дело не в стартере, у нас заводится. Не заводится, вернее, крутит. Так, у нас сейчас проблему. Еще и масло, видите, все в масле. Куда масло, хрен его знает. Так, смещу провода, которые идут. Фишка, которая идет в коробку. Снизу ее, как я понимаю, нет. Вот здесь что-то идет. Какие-то провода. Но не могу понять, куда они. Нет, это скорее всего, это стартерный. Так, значит, они где-то сверху. Всем я делаю сначала визуальный осмотр, может реально где-то фишечка отсоединилась, либо еще чего-то. И поэтому надо начинать с простого. Сложно мы всегда успеем. Так, вот видите, вот коробочка на всякий случай. Трубки, херубки. Так, ладно, здесь походу делать нечего. Полезли наверх. Предохранитель у нас находится вот здесь. С левой стороны приборной панели. И находится внизу. Вот здесь. Здесь вот третий снизу 7,5 ампер был сгоревший, я его поменял. Ничего не помогло. Надо посмотреть распиновку. Какой из них отвечает за... Так, сейчас еще нам найти мне блок, который отвечает за коробку. Он находится в салоне. В интернете я не нашел, где он находится. Есть, а где хрен знает. Не знаю, как он выглядит. Внизу под панелью поставил, я его не нашел. Так, ковыряемся мы дальше. Ну, кстати, разъемчику БДшка, если надо. Так, значит, которые эти боковые. Вот у нас они. Вот так. Здесь только 11-й нас интересует, и то он исправный. Потому что я вынимаю, оно все сразу гаснет. Плюс он исправный. Так, ну что, полезем туда под бардачок. Навестим там бабушку. Посмотрим, что там у нас творится. Скрыв панельку под бардачком, кроме вентилятора печки и фильтра, я здесь ничего не обнаружил. Бывает на Audi, вот там вот у них блоки управления стоят. Но в данном автомобиле тут походу их нет, потому что я немножко подзадрал коврик. Ничего я там не увидел. Так, ищем, значит, дальше блок управления. Сейчас еще раз в интернете посмотрим, может, что я найду. Так, здесь я тоже все предохранители проверил. Был перегоревший второй, это 30-й, я его заменил. Но дело не в нем. Остальные все у нас получаются живые. Вот это вот. Так. Вот это, ребята, люка отвечает за стартер. Просто ее вынимаете. Это у нас дворники. Какая тут что-то еще отвечает. Вот эти два контакта перемыкаете между собой. И тогда у вас будет крутиться стартер. Опять же, это вы проверите исправность стартера, но не более. Пока коробка не даст команду машине завестись, она не заведется никогда. Так, все четко, все хорошо. До сих пор я в поисках блока, потому что здесь конструктивный мотор так-то, ребята, очень такой своеобразный, потому что именно здесь у него там это, ремонт такой не сильно ремонтно пригодный. Так, сейчас я сниму воздушку. Вот блок управления. Я уже, в принципе, уже снимал вчера. Вот, контакты, в принципе, все визуально. Видите, все исправно. Все хорошо.
Так, и здесь где-то... Вот еще вам... Вот что касается предохранителей. Вот что за что отвечает. Вот так вот. Про коробку здесь вообще ни слова. В задней части кузова открывается вот такая вот защитка декоративная. Под ним находятся предохранители. Так, еще самое интересное, что когда пытаюсь крутить стартером, ну не крутить, а включать зажигание на заводку, здесь щелкает реле. В основном реле всегда стартер находится под капотом. Здесь почему-то вывели они его назад. Ну, не знаю, инженеры Volvo у них свои, понимаю, у меня свои. Так, чтобы вот вытащить вот это вот вверх, поднимаем вот этот язычок. Сейчас, секундочку. Я сегодня один, поэтому съемочка немножко сложновата. Так, вот язычок поднимаете вверх. Вот она отщелкивается, и потом ее вытаскиваете сюда вот. Вот здесь таких ушко она слазит. Но здесь я тоже прозванивал. Сейчас еще раз прозвоню. И еще считается правильная прозвонка не тогда, когда вы тестером сюда тыкаете, и она пищит. Потому что бывают такие моменты, я встречал, кстати, не однажды, особенно в французах, что прозванивается через плату. Предохранитель явно неисправный, прям он перегоревший. Но тыкаешь, он пищит. Поэтому лучше каждый предохранитель вытаскивать и прозванивать его отдельно, либо хотя визуально его осматривать. Такое тоже имеет место быть. Так, я фишечки повынимал все, окислений никаких я не нашел. Все четко. Вынимается, видите, он как далеко. Так, потом есть силовые провода. Тоже сейчас проверим относительно массы. Значит, плюс подходит в коробочку, а с коробочки уже выходят выводы. Здесь тоже сейчас проверим. Значит, минус мы кинем на минус тестер. Поставим на двадцаточку и прозвоним, есть ли отсюда питание. Так, здесь также на всех клеммах присутствует питание. Так, все. Пошел я рыскать, ребята, искать. Нет, здесь нету. Коробочку, которая отвечает за блок управления. И также мне надо найти фишку, та, которая подходит у нас к коробке. Будем плясать оттуда, будем смотреть, идет ли туда питание. Все, как бы самое простое я уже пересмотрел. Теперь лезем уже вглубь автомобиля. Сняв воздушный фильтр, вот мы видим, так, вот блок селектора, который переключает передачи. Вот к нему должны подходить провода. И я не вижу, где подходят, ребят, провода в саму коробку. Бляха, так все это везде всегда это, в принципе, все понятно. На данном автомобиле что-то я, честно, либо сзади вроде не видно, снизу. Подходит по мелочи, но мне надо там большой жгут, который идет на сам блок управления, который идет. Вот нигде нету, ни там, ни сям, ни... Ладно, сейчас я на селекторе попробую пошевелю. Если я доберусь до тут, надо либо конди, что ли, снимать. Ой, наворотили. Ладно, сейчас будем скрывать и смотреть. Так, сейчас я нахожу автомобиль. Сейчас опять попробую залезть в мозги. Делаю с помощью ланча. Зажигание включено. Так, машинка найдена. Так, найдем выбор системы. Нас интересует блок ТСМ. Видите? Я даже не могу сам опросить сам блок. А любой другой блок двигателя, пожалуйста. Пожалуйста, вот он нашелся. Считывание кодов. И он здесь, ребят, сразу пишет, что... Ну, это датчик температуры, это я сейчас лазил, просто отсоединял все подряд. Сейчас он и не видит, потому что я отсоединил блок управления мозгов. Позвонил ребятам-коробочникам, сказали, что блок управления и сам селектор это одно целое. Вот, так что сейчас снимаю кондиционер, крепится 3 болтиков, плюс еще тут пластинка железная идет, вот она. Я тоже отсоединил. Снял ремень, и поскольку тут заправлен кондиционер, я еще попробую отодвинуть в сторону, чтобы его не выпускать. Так, кондиционер, значит, снят. Все-таки пришлось не спускать его, потому что он ни вправо, ни влево трубки не давали ему сдвинуться.
Вот и номер, если кому-то будет интересно. Так, поскольку был ремень старый, я его срезал. Вот его длина, если кому-то тоже понадобится информация. Если он здесь уже лопнул, что-то видно. Так, теперь еще надо будет, хотя я сказал, надо ролик будет заменить. Натяжной или паразитный, пока не знаю. Так, теперь мне надо снять вот эту платформу. Тут нагородили, как в танке. Потому что то, столько всего. Кондиционер 100 болтов держит, то держит. Вот видите. Вот он, натяжитель. Сейчас, значит, мне открутить надо вот эту боковую пластины. Вот та и, наверное, внутренняя часть. Так, сейчас я откручу и потом покажу вам, скажу вам, что откручу, что не откручу. Потому что здесь я откручу это первый раз. Так, натяжитель снят. Ролик мертвый. Короче, помер вообще. Ролик ухана. И паразитки тоже плохой ролик. Тоже они шевелятся и звуки ужасные создают. Так, открутил, видите, вот этот болт. Вот эти болты. Сбоку болт, сверху болты. Там болт, внутри. Вот она шевелится. Но пока вот этот болт не дает, видите, он, собака, упирается. Так, не показываю, сам, вот, ребята, упирается в патрубок. Охренеть, сюрприз. И это получается мне что, антифриз сливать? Чтобы добраться. Ой, короче, намудрили они тут эти вольвы, прямо ужас. Вот видите. Так. Вот это вот, видите, тоже не дает мне. Получается и вверх, и в бок, везде их прижимает. Сейчас попробую вот эту вот, вроде, надеюсь, там есть. Вот он. Вот этот болтик. Вот так вот, видите, на 10. Сейчас попробую его открутить, и тогда, может быть, лапами-то подастся. Короче, будет вообще намудрено. Рычаг отодвинулся и сместил всю эту пластину туда, в сторону руля. И тогда у меня получилось болт этот вытащить. Все, сейчас снимаю конструкцию. Вот гадкая штука. Здесь вытаскивать получается. Здесь, сзади. Вот такая она. Столько всего откручено. Так, и что мы видим здесь? Вот он наш селектор, провод. Видите, до него вообще иначе не добраться. Он еще какая-то шайба валяется. До него иначе не добраться. Сейчас мы поэтому сейчас протру и сниму провода, посмотрю, что с проводами. И мне надо позвонить питание, если у них питание. Так, товарищи вольводела, а что за хрень такая? Ребят, смотрите, фишечку отмыл тут, добрался до язычка, аккуратненько вынул, и она упирается в патрубок. Дальше сделать, вытащить мне ее не дает. Ой, я думал, французы гиморные, но Вольво тоже, смотрю, херней занимаются. Так, а селектор я боюсь откручивать, потому что могут сбиться настройки. Наверное, может, нет. Сейчас протру, посмотрю, что тут вообще происходит. Блин, ну, конечно. Но я уже добрался до истины. Вот здесь все рядышком уже. Так, коробочные провода идут вот отсюда вот. Здесь соединяется, и вот их шлейф у радиатора находится. И идет в общую косу. Сейчас я буду прозванивать, сначала сниму этот провод, этот кусочек, его прозвоню, посмотрю, здесь питание вот на этой фишке, что у нас сюда приходит, и пойду дальше. Вот здесь у радиатора, значит, эта фишечка находится. Вот здесь этот язычок, я должен нажать его, и она должна разойтись. Но здесь грязь и закисло, либо можете туда засунуть и немножко язычок отжать. Там видно. Вот, но поскольку грязь забивается, она очень плохо вынимается. Вот тут здесь надо немножко побрызгать чем-нибудь, и тогда она уже пойдет. Получается, фишку нажали язычок и ее расщелкнули. Так, сейчас прозываем наше основное питание, которое идет в блок управления. Так, значит, сюда я поставил минус. Сразу ставлю на прозвоночку и смотрю. Пищит.
Все, значит, минус у меня есть хороший. Теперь относительно минуса ставим на 20 вольт. Поставим только и, короче, получается, сейчас я посмотрю, где идет какой вольтаж. Так, значит, считаем показания. Здесь у нас 12 вольт. На втором пине 2 вольта 2,8 появилось, не было. Здесь вольтаж. Здесь 12 вольт. Здесь 2 вольта. Здесь 2,29. И последний, видать, массовый. Сейчас проверим, пищит, не пищит. Должен сейчас запищать. Запищал. Все, значит, у нас здесь 12, 2, 2, 2, 2, 2, там 12 и массовый. Так, здесь у нас все хорошо, все идет. Все, на выходе не было. Сейчас, значит, прозвоним этот провод, который идет к самому блоку управления. Так, вот эта фишка у нас основная идет на коробку. Вот она здесь защелкивается. И здесь тоже надо проверить целостность проводов. Все это расчехлил. Вот иду по проводам. Вот, питание здесь на некоторых проводах не прозванивает. Сейчас тоже их посмотрим. Что-то мне здесь не очень нравится. Вот, потом вот блок. Номер. Он стоит где-то в районе $80. Но я пока его не буду покупать, пока либо у ребят возьму кого-нибудь попробовать, либо куплю с возвратом, скажем так. Сейчас пока его снимать не буду, сейчас прозвоню целостность проводов. Еще раз посмотрю их, если какие-то, может, заменю, и уже буду дальше. Потому что блок я не знаю, как проверить, если честно. Вот эти вот, которые веченые, это вот есть по 2 вольта, это у нас управляющие провода кановские. Потом получается питание, минус вот эти вот. Так, здесь я все пораскидал. Сейчас, вот эту кнопочку не трогайте никогда, потому что это регулировка кулисы. Потом замучить ее регулировать. Сейчас я здесь отщелкаю яблочко. Когда будете назад его ставить, помажьте. Потом откручиваете болтики. И все, и вынимаем блок управления. Когда мы 3 болтика отвинтили, оно у нас начинает шевелиться. Вот шевелится. Теперь вам надо открутить этот центральный болт. И поставить обязательно, потом собирать в том же порядке, как она стояла. Потому что она, скорее всего, в одном положении становится. Насколько я по другим коробкам знаю, так она и поставится. Так, чтобы вытащить эту вот пластину, вот ее бьете вот в это место молоточком. Вот я маленьким молоточком стучал. Потом мажете здесь ВДшечкой. Мажьте, мажьте, мажьте. Потом так вот ее шевелите вверх-вниз, вверх-вниз. И она у вас выходит. Потом вы включаете буковку на нейтраль. Шевелите, и она вынимается. Потому что здесь мешает, в этом месте мешает вот этот кронштейн. Получается, так она у вас не выйдет. А когда я ее так вот сложу вот так вот примерно, то она вынимается и есть зазор, чтобы ее вытащить. Так, с этим разобрались. Так, теперь ее пытаемся... Вот она шевелится, но она у нас сидит на этой оси. Я что-то очень мне подсказывает, что я сейчас буду снимать вот этот вот долбанный кронштейн, который хер знает куда идет. Так, значит, вот я разобрал блок. Чтобы разобрать вот такие болтики, выкручивать. И сначала обстучите обязательно, а то их провернете. И потом визуально я здесь ничего не нашел. Вот, но я все-таки рассчитываю на то, что блок неисправный, сам блок, сама электронная часть. Вот, фишки подставляются на коробочку, вставляются. Здесь как бы все чисто. Правда, более-менее я очистил. Вечером мне придет блок новый с рабочей машины. Я его подкину и буду уже проверять, как бы методом исключения. Потому что я не электронщик, и как бы мне это ничего не даст, что здесь я полазию. Ну, не воняет, ничего я тут не вижу. Скорее всего, те 2 провода, которые были перемкнуты, вот они, наверное, скорее всего, испалили его.
Пришел, ребят, новый блочок. Заказал, ребят, с Минска. Вот, номер такой же у него. Сейчас я его сначала первым делом подсоединю на фишку. Вот, кстати, что еще нашел. Видали? Ну, тут уже это либо переломался, либо его что-то тестировали когда-то. Для прозвонки делали. Ладно, здесь питание есть, я вот все прозвонил, здесь все нечетко, ладно. Сейчас сначала подсоединю его блок, не включая еще в КПП. Посмотрю, что будет. Ну, так, чисто вам, мало ли кому пригодится. А потом уже, если ничего не произойдет, я уже воткну его в коробку. Так, эти два перетертых провода, которые у нас пробивали на массу, я сейчас пропаяю. Вот я их убрал, косячину. Вроде визуально все остальное у нас целенькое. Сейчас я пропаяю, прозвоню, чтобы отсюда до сюда было прозвон. И дальше уже будем смотреть. С проводом, значит, я уже разобрался. И остается ждать блок, подкинуть блок, собирать все назад и пробовать, как оно будет работать. Так, вот я подсоединил. Видите, ничего не загорелось. Но сейчас я интересно, сейчас проэкспериментирую, сейчас включу компьютер и посмотрю, увидит ли он сейчас вообще мозги управления блоком. Чисто для эксперимента, а потом уже воткну его в коробку. Так, подсоединил коробку уже к коробке. И ни хрена не произошло, ребят. Что ж там еще? Сейчас опять еще раз питание буду прозванивать. И смотреть, что может быть еще. Копаясь глубже, еще нашел, видите, тоже проводочки с какими-то окислениями. Здесь я лучше их тоже сейчас переделаю. Хотя питание есть, но что-то где-то какой-то перелом, видите. Лучше это все сразу устранить. Ах, не пошло бы мне дальше по проводке ковыряться до самого блока. Ладно, сейчас патроним и смотрим. Так, ребят, короче, все у меня заработало. Все, но я еще не заводил, все как переключается. Сколько у меня ремней поставлены. Так, с этим я разобрался. Нашел пару гнилых проводов там, тоже устранил, чтобы в будущем ничего тут не накрылось. У нас еще стоит, ребят, Toyota Avensis. На двух цилиндрах есть искра, на двух нету. Так, будет тоже видео. Разберемся, что здесь распатронили и все. Ладно, потом смотрите. Я, конечно, Volvo обожаю. Но чтобы поменять мне ремни вот здесь находятся приводные. Чтобы поменять ремень, мне надо снять еще ГУР. Представьте. Я и так тут, блядь, пол машины разобрал. Еще и ГУР мне надо снять, чтобы поставить ремень. Volvo, вы извращенцы. Короче, жесть. Сейчас буду отмывать, тут буду все делать. Это, короче, западня полная. Так, ну ладно. С основным я вам показал, что, как, чего. Короче, подкинул старый блок. Никаких признаков жизни не показал. Поставил новый, все заработало. Проводочки все я тут, короче, здесь все переделал. Все переделал, это пока трогать не буду. Пускай он будет. Все, сейчас ставлю ремень, ставлю все назад. И все будет окей. Так, ребят, на этом все. Всем пока. Всем удачи. Если какие-то вопросы есть по Volvo, я уже специалист в Volvo, как вы поняли, великий. Поэтому, если какие-то вопросы, чем могу, помогу. Что я делал, подскажу. Короче, помните, что блок это есть вся цельная часть. Это и мозги, и переключение. Как на машинах бывает на Audi, допустим, на Mercedes. У них блок стоит отдельно, а на коробке отдельно. Здесь все в одной куче, короче. Все, всем удачи, всем пока. Было интересно, ставьте лайк. Спасибо за просмотры.